Всех приветствую! Сегодня хочу продолжить тему аренды квартиры, а именно мы с вами остановимся на теме, как налоговая выявляет тех, кто сдает квартиру, когда вам нужно уже точно переживать, что вас точно поймали, а когда это на самом деле является трюком налоговой по отлову тех, кто занимается сдачей аренды квартиры. Ролик не следует воспринимать как юридическую консультацию, потому что это больше беседа с подругой-юристом на кухне. Но давайте начнем с того, каким образом налоговая выявляет тех, кто сдает квартиру в аренду. Приведем самые распространенные способы. Обычно пугают тем, что в налоговую стучат соседи. Кстати, вот в основном соседи, либо квартиросъемщики, то есть те, кто у вас арендует вашу квартиру. Что касается соседей, в этом случае вам не нужно обязательно начинать переживать. Дело в том, что жалоба кого-либо, будь это соседи или еще ваши знакомые, доброжелатели, можно так сказать, это еще не является основанием для того, чтобы привлечь вас к налоговой ответственности. Для этого налоговой нужны документы, доказательства, например, расписки о том, что вы получили деньги от какого-то человека именно за сдачу квартиры. Им нужны договоры, им нужны движения по счетам, но при этом не только движения, но и именно договоры. Поэтому в этой связи вы уже догадались, кто является более опасным источником. Это ваши арендаторы. Если у вас отношения с вашими арендаторами испортятся, они, конечно, могут обратиться в налоговую службу. И если вы заключали с ними договор, на которых есть ваша подпись, и, соответственно, получали деньги от них, вы можете получать деньги через расписку, через банковский счет. В первом случае они могут предоставить расписку, которую вы им написали, что деньги вы приняли. В другом случае они могут дать наводку налоговой, что по счетам будут переводы от них. То есть наиболее опасный источник — это сами арендаторы, потому что у них есть на руках доказательства. Некоторые в связи с тем, что у арендаторов будут доказательства, говорят, что тогда договор заключать не надо. Это первый вариант. Второй вариант — заключить договор безвозмездного пользования. Вот эти способы мы с вами в дальнейшем будем разбирать подробно, потому что они имеют место быть, они очень распространены. Еще одна категория лиц, которая может на вас настучать. Об этой категории лиц я узнала из статьи, из интервью, можно так сказать, с налоговым инспектором. И как раз этот инспектор сказал, что в большинстве случаев доносчиками являются не соседи, а являются знакомые или родственники как раз человека, который сдает в аренду свои квартиры. То есть нужно это очень иметь в виду, потому что, оказывается, недоброжелателями могут стать близкие люди. Поэтому, если вы очень хорошо живете, сдаете свои квартиры в аренду, то тогда подумайте несколько раз, стоит ли об этом говорить всем подряд. Всем подряд, потому что завистники среди них, видимо, тоже есть. Еще, конечно, источники часто распространенные — это рейды участковых, которые они проводят по квартирам. Мало ли. Это, конечно, не самый распространенный вариант, потому что не во всех регионах это принято. Но я знаю, что есть некоторые регионы, в которых по распоряжению местных администраций участковые как раз проводят такие рейды, либо же налоговые инспекторы, если у них есть на это время дополнительно. Как раз в этих рейдах они стараются выявить, кто на каких основаниях живет в этой квартире. Поэтому, если участковый или пусть налоговый инспектор приходит к вашим квартирантам и спрашивает у них: а вы на каких основаниях живете? Если квартиранты приносят договоры, расписки и все остальное, то тогда галочка у участкового, и арендодатель, то есть вы, будете уже под колпаком. Еще хочу рассказать вам об одном источнике, с которым вы можете столкнуться. Если у вас есть 2 или 3 или больше квартир, и вы их сдаете, при этом вы в них не прописаны, то большая вероятность, что вы получите письмо счастья от налоговой. Что за такое письмо?
Это письмо может называться так: уведомление об уточнении налоговых обязательств по доходам. В частности, в таком письме может быть вот такой текст. Инспекция ФНС уведомляет, что согласно статьям таким-то и таким-то, неважно, вам необходимо представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц, форма 3 НДФЛ за прошлые периоды в связи с получением дохода от сдачи квартир в аренду. Ну, соответственно, непредоставление такого уведомления, декларации влечет различную ответственность. Если вы получили такое письмо, то не надо сразу на него реагировать и бежать в налоговую с предоставлением всех деклараций и так далее. Это письмо еще не является привлечением вас к налоговой ответственности, потому что для того, чтобы вас привлечь к налоговой ответственности, налоговая должна проделать целую серию действий. Эти письма еще не говорят, что у налоговой есть какие-то доказательства, это всего лишь предположение. И направляются эти письма как раз тем, у кого есть 2 и более объекта недвижимости, а именно квартир, то есть жилой недвижимости. Теперь давайте приведем резюме всего того, что мы сказали. Во-первых, нужно знать, что налоговая без доказательств не может привлечь вас к налоговой ответственности. Второе. Даже если кто-то настучит на вас, что вы сдаете вашу недвижимость, налоговикам нужно собрать базу доказательств, и для этого они придут к вашим жильцам. Если ваши жильцы откроют двери и выдадут все, что у них есть, то есть договор, на основании чего они проживают в вашей квартире, то тогда дело сделано. И большая вероятность, что вас точно привлекут к ответственности и доначислят пеню штраф за этот налоговый период. Если у них будут еще доказательства, что вы и до этого сдавали квартиру, то и за все предыдущие налоговые периоды. Я с вами на этом прощаюсь. В следующих видео будем еще говорить про тему недвижимости, потому что очень много там интересных вопросов, которые надо обсудить. Ну и надо знать всем владельцам недвижимости.